Итак, продолжим изготовление гирлянд. Сейчас я покажу, как сделать такую гирлянду из светодиодов и проволочки. Для этого нам понадобятся светодиоды. Можно брать любые, у меня это моргающие с плавным миганием и матовые. Также нам понадобится резистор на 10 Ом. Ну, так как у меня такое количество светодиодов. И вообще резистор подбирается, конкретно рассчитывается под конкретные характеристики светодиода. То есть, если вы возьмете какой-то светодиод, его характеристики, по ним можно рассчитать номинал резистора. Рассчитать можно в онлайн-калькуляторе или с помощью формулы. Для данной гирлянды я буду использовать, у меня два резистора будет по 5 и 6 Ом. Потому что у меня резистора на 10 Ом нету, я спаял вот два штуки. Также нужна будет проволочка такая лакированная. Так как у меня она очень тонкая, я сплел ее вот так вот в 2 раза и закрутил шуруповертом, чтобы получилась вот такая косичка. И она получилась потолще. Можно просто взять проволочку в 2 раза потолще, и будет получше. Вот. Также нужен будет провод с штекером для USB. Ну и, собственно, паяльник. Еще нужна будет вот такая вот приспособа с пенопласта. Я здесь через каждые 10 сантиметров, ну там можно по-разному размер выбрать, как вам будет угодно. Я взял вот по 10 сантиметров, отступил и прожег паяльником небольшие отверстия, и туда будем вставлять светодиоды для удобства. Так, продолжим. Сейчас буду показывать, как это паяю. Здесь будет видно. Значит, светодиоды. Так, сейчас еще покажу момент. Светодиодов вот у этих. Так, сейчас фокусируюсь. Вот, у них плюсовая ножка длинная, минусовая короткая. Со стороны минусовой, как бы это показать, со стороны минусовой есть такой вот здесь как бы скос. Вот так вот видно, наверное, будет. Это минус будет. Так, чтобы не путаться потом. Минусовыми ножками я ставлю вот в эту сторону. То есть тут у меня вот в эту сторону минусы идут, с этой стороны плюс. Вот. Теперь загибаем минусовую ножку в одну сторону. Вот так. И плюсовую в другую. Вот так. И откусываем их. Вот почти до самого края.
Вот. Должно получиться вот так. Можно еще подогнуть. Вот. Теперь вставляем скосом в эту сторону, чтобы минус был ближе к нам. Можете делать как вам угодно, лишь бы не перепутать потом полярность. Вот. И таким образом нужно сделать все светодиоды. Можно так прям сразу откусить две ножки, потом загнуть в нужную сторону. Так, одну загибаем, потом другую вставляем в отверстие. Последний светодиод. Откусываем. Так. Кимпаем. Вставляем на место. Теперь можно это все дело заводить контакты. Так, дальше берем проволочку. Уже тут у меня припаяно все. Так, и втягиваем сюда, натягиваем ее, видно, вот до конца, чтобы натянуто было как струна. Раз так, берем маркер и отмечаем, где у нас будут контакты. Отметили. Также берем вторую, натягиваем и отмечаем. Берем зажигалку, и вот в этих местах, где отметили, нужно нарушить лакировочное покрытие, чтобы можно было заводить и припаять. Вводим контакты.
нужно аккуратно, чтобы не расплавить пенопласт. Нужно залудить нашу проволочку. Не будем сразу припаивать. Будем припаиваем на место. Так, готово. Кончики проволоки тоже нужно будет залудить. Сюда к плюсу мы припаиваем резистор. Можно будет уже достать. Да. Сейчас вот. Вот сюда, чтобы не было замыкания, лучше всего нанести бесцветный лак на сам цвет. Сфокусируйся. Вот. На сам светодиод сюда на ножки. И вот рядом с проводами маленько буквально вот сюда вот столько, вот сюда вот столько. Нанести лучше бесцветный лак, чтобы не было короткого замыкания, чтобы все было хорошо. У меня бесцветного лака нет, поэтому я потом попозже нанесу сюда эпоксидную смолу. Точнее, эпоксидную смолу, вот такой двухкомпонентный клей. Он прозрачный, чтобы защитить от замыкания. Вот. Так. Это нам больше не понадобится. Я сделал 10 светодиодов. Мне хватит для моих целей. Теперь берем резистор. Откусываем лишнее.
нужно заводить. Так, чтобы все у нас было красиво, мы вот отрезали от резистора ножки, помаленьку оставили. Теперь берем плюсовой контакт. Меряем длину нашего резистора. И отрезаем. Вот, теперь это все дело заводим. Берем маленький кусочек термоусадки, одеваем его на плюсовой контакт. Вот, теперь припаиваем к резистору. Так, вот я припаял резистор. Теперь одеваем на него термоусадку. Нужно заизолировать. Так. Далее. Так, я также одел еще вот сюда термоусадку, чтобы полностью потом заизолировать контакт плюсового провода. Теперь припаиваем USB разъем. Для этого нужно определить, где плюс, где минус. Я это уже сделал с помощью мультиметра. Теперь плюсовой у нас будет белый. Его припаиваем сюда к резистору. Но для начала нужно надеть провод, тоже термоусадку, чтобы потом полностью все заизолировать. Так. Все припаяем. Плюсовой контакт у нас спаян. Теперь нужно заизолировать вот это соединение между резисторами. Я одеваю термоусадку. Полностью изолирую. Теперь у нас плюсовой контакт полностью заизолирован будет. Вот. И припаиваем минус к минусу. Так, все спаял. Теперь это нужно все полностью заизолировать. Надеваем вот такую большую термоусадку. И все это дело.
Ну и все, гирлянда практически готова. Вот у меня USB. Подключаем к заряднику и включаем в сеть. Все работает. Вот такая гирляндочка у нас получилась, небольшая и аккуратная. Вот такой вот результат у нас получился. Замечательная гирлянда для маленькой елочки. Все мигает, переливается. Скорее всего, это видео выйдет достаточно поздно, 30 или 31 декабря, но лучше позже, чем никогда. И перед ним должно было быть видео со светомузыкой из диска шара, но, к сожалению, из-за нехватки времени мне не получилось заняться этим всем, и поэтому оно выйдет после Нового года. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю творческих успехов, вдохновения и побольше свободного времени. Всем удачи и пока.